Добрый день, дорогие друзья. Горячий, весенний, солнечный, теплый вам привет из Бассейн-Сити. И хочу вам представить своего старинного друга, коллегу по педагогическому институту. Просто он учился на филфаке, а я на худграфе. Но это Старого, старинного. старинного Но не друга, старого. но не старого, да. У нас много общего, мы дружим уже не знаю сколько лет. Это Саша Дарий, он же дядя Шура, он же дядя Ленин, он же... Сейчас я вам покажу его. Привет. Вот, дядя Шура, мы на его машине едем экспериментальное такое, экспромтом путешествие, едем к нему домой в Бассейны. А сейчас мы находимся где, Шура? Мы находимся от бассейна, уже заезжаем в бассейн. С левой стороны Кодры. Сейчас я поверну камеру. Сейчас я поверну камеру. На Вот, горизонте Кодры. вот, С левой стороны, с правой стороны тоже Кодры. вот слева, справа Кодры. Такой пейзаж. И у Шура говорит, там у них есть озеро. И кто с Бассейн? Всем большой, пламенный, теплый, Привет. родной привет из родных мест, а также всем зрителям, которые смотрят наши видео на канале мою. Вот Бассейны, заезжаем в Бассейны. Шура, он, Саша, он же Шура, дядя Шура, да, он заезд. Заезд в бассейны, как по военно-грузинской дороге. Да. В самом селе дорогу сделали хорошо в этом году. В этом я нахожу большую прелесть, преемственность, потому что если тут была трасса, знаешь, я бы чувствовал себя как будто как не у себя дома, знаешь. Очень хорошо, очень хорошо. Наверное, самое зеленое село в мире. Так. Как красиво сказано, самое зеленое село в мире. Я с этим очень красиво, видите, как пейзажи такие красивые, Бассейны. Здесь родился, кстати, первый летчик-испытатель, космонавт молдавский. Его звали Анатолий Пурчел. Да? Да, но только он в космос не полетел. Ничего То есть себе. он был в этой космической Команде. команде. Да, это было в 70-х годах. И нам его ставили в пример, когда мы в школе учились. Ничего себе. Но в космос так не полетел. А этот проехал мой командирский опыт. Ой, как здорово. Я первый раз с вами, дорогие друзья, кто не был в Бассейнах, первый раз в Бассейнах. Я Хорошее, доброе село. Да. очень люблю села, деревни, маленькие города, вы знаете. Ваш автор питает страсть к маленьким магазинам, маленьким кафе, маленьким заведениям. Все там, где царит дух, живой дух, знаете, которого нету в супермаркетах, в этих молах, шмолах. Там фабрика или каких-то снобских заведениях. Да, сейчас мы пока... Памятник. Вот. О, школа Бассейнская. С Кунисенцев имеющими. Продолжаем наше движение. Сейчас Шура заедет к маме своего друга. Друг живет в Кишиневе, да? Да. О, вот это что такое тут? А здесь моего одноклассника магазин. Ой, как я люблю такие магазины. Страшное дело. Я как будто вот родился здесь. У меня вот такое чувство, когда я пребываю в таких местах, как будто я жил всегда. Да. Всегда как будто... О, маркет закрытый, да. Тоже одноклассника. Тоже одноклассника, да. Вот как. Мои одноклассники все такие проливные, предприимчивые. Ой, какая остановка интересная. Да, старая остановка. Продолжаем нашу съемку. Сейчас мы едем к дяде Шуре. Собственно, уже к нему заезжаем по Бассейнам. И все, кто с Бассейн, наслаждайтесь, дорогие друзья, кто далеко, кто скучает через Шуру, кто у него в друзьях, на Фейсбуке, там, на Одноклассниках. Я дам ссылочку, сможете посмотреть это видео. Ой, как тут классно. Так, классно, только я не знаю. Проедем.
проехали, тут. а сейчас надо проехать и по болоту уже. Но для ты. танка нет преград. Ух ты, тут, да, такие. Ух ты. Кто-то умудрился и кинул сюда кирпич. Это в плюс. Ну, не знаю, какой плюс, очень тяжело ехать. Раньше было проще. Ага. Видишь, как колодка слышна? Да. Это сосед мой раз. Вот бассейны. Посмотрите, как 126-й заброшенный. Мой. Нет, не заброшенный. Ты что? Нет? Моя машина. Твоя? Моя машина. Да ты что? Ну да. Шура, Выходим. это не твоя машина, это наша машина. Это наша машина. 126-й кузов, Мерседес С-класса, арабский. Арабский, да. Шура, Ждет своего часа. вот, 13 номер. Ай-яй-яй-яй-яй. Это то, что надо. Это самый эксклюзив, Шура. Посмотрите, вот здесь живет дядя Шура. Ах, как красиво. Ах, как красиво здесь. Супер, орешник. Орешник тут у дверей. Сейчас посмотрим на наш Мерседес 126-й арабский скакун. Как мне нравится Мерседес. Сколько я мечтал про С-класс. Вот он. Арабский Мерседес, видите, в траве. Немножко... Он, наверное, сейчас узнаем у Шуры потом. Шура, он на ходу? Шура, а он на ходу? Но может ходить. И все. Налить бензин, накачать колеса, проверить и все. Шура заезжает, сейчас будет. Шура опытный водитель. Сейчас он будет заезжать во двор. О, как грамотно, видите, немножко земля мокрая. Сейчас мне придется подтолкнуть его. Только номер 2. Да, сейчас. Сейчас толкнем, если что. Да, она с разбегу пойдет. Вот она. Пошла, родимая. О, все. Есть контакт. Зашла домой. Просто земля мокрая. Вчера были дожди. Вот. Двор дяди Шуры. Вот. Родительский дом. Шура, как поется? Ну, савинди каса парентяска, ну, савинди прогул. Натал, да? Та фуега. Та-да-та-да-та-да-та-да-та. Да. И руками и ногами за дом. А ты знаешь эту песню? Фуегу? Я слышал, но не знаю. О, я очень люблю эту песню. Вот какая красота здесь, посмотрите. Вот оно. Вот тут живет дядя Шура. Калитка аутентичная такая. Дядя Шура отшельник. Только хотел сказать, у меня есть такой же друг в Варне, он живет на берегу реки Камчия. Он на лодках, это прогулочных. И он там круглый год. У меня есть фильм про него, но я не выставил еще, я снимал. Классно. Да, ты что? Христо, у тебя есть семья? Он говорит, да, есть. Говорит, 2 кошки, 2 собаки, жена в городе. Вот, это фундамент будущего озера, моря, который дядя Шура хочет сделать. Он собирает камушки. Да, морские. И каждый раз вот едет, там есть одно место с морскими камнями. И... Секретные. Секретное, да. Это мы запаслись продуктами на Будем гулять. 2 дня. Так, это... Да. И уже потом... Шура здесь живет относительно недавно. Вот у него и беседочка есть. Посмотрите, какой он красиво сделал палисадник такой, плетеный. Он всегда, Шура, славился, у него золотые руки, доброе сердце и широкая душа.
Только в доме не снимай. Не, в доме не будем, да. Это вот закладка беседки. Да, это начало. И у нас есть для Шуры тоже морской подарок с моря. Мы потом покажем вам. Вот мы у дяди Шуры. Передаем вам всем привет. Привет гаражу Ширвинда, гаражу Вовы Дальнобойщика из Васиен. Все по-народному, видите как? Да, фольклорный молдавский обычай. Огурцы, помидоры, брынза, кровяночка, сало. Вот гивеч. Гивеч, домашний гивеч по-молдавски, это классика. И вот пробуем вино каберне, криковское вино. И болгарская ракия. Болгарская ракия, морская ракия. Ай-яй-яй. Да, вот. Из вина. Из вина, виноградная, Гроздова ракия называется. Это мы, сказочный напиток. это мы у дяди Шуры, да, это его начальный этап беседки. Видите, вот старинные часы янтарь, рога оленя или косуль, оленя. Вот олень. фигурка морская. Подарок. Это из Варны. Из Варны мы привезли, да. Да, вот это вот мы у дяди Шуры Покажи сидим. челюсти лошади, только я в кодах нашел. Да, вот я спросил, что за череп, а дядя Шура говорит, это вот Ой, не челюсть, а череп. череп лошади, видите? Чтобы отгонять смерть от дома. Да, вот, От видите? беседки моей. Это в Кодрах Шура нашел лошадь. Это лошадь еще, наверное, сказочная какая-то с тех пор. Котовского. Котовского. Вот у Шуры такой красивый абажур. Здесь, видите? Но Всё. по чуть-чуть и устраиваем. Как говорится, Да, этот быт да. Вот. отшельника. Вот такой молдавский гостеприимный стол. Это родительский дом дяди Шуры. Сейчас я ему поставлю вот эту музыку Фуэго. Но «Савинди Каса Парентяска» это означает в переводе «не продается родительский дом», Никогда. «не продается родительский порог». Никогда. Я не знаю всех слов, я сейчас поставлю Шуре, и потом я вот уже от него узнаю И сделаем видеоклип, когда будем немножко поддатые уже. смысл этой песни, я понимаю, там именно про родителей. Ну, сейчас я поставлю, потом мы уже вам расскажем, дальше поснимаем. Да, привет вам из гаража. А у нас еще есть вот эта аджика, она домашняя, да? Нет, да, аджика русская. Это. Русская Русский аджика. аппетит. Привет всем, кто в России. А Да. остальное все домашнее. Все домашнее, Мы все вчера домашнее. делали. Вот кофеек. Шура мне Домашний. кофе, чтобы не ошибиться, тут написано кофе. Здесь тоже кофе. И вот это фужер такой молдавского красного вина каберне. Эфир. Мы Сейчас вот начинаем дядя снимать. Шура, знаете, как насколько человек вживается в образ, чтобы показать все, знаете, как Вот а до я. дисциплинированно. Почему вот дисциплина, внутренняя дисциплина, вот она. Человек оделся, чтобы дисциплинированно показать вам, сделать обзор двора по-военному, лаконично, точно И честно. И честно, В первую да. очередь И честно, да. Я не буду говорить, в каких войсках служил Саша, это отдельная тема, но мы сейчас покажем немножко вам, Саша хочет сделать маленькую экскурсию для фанатов. Да. И я, наверное... Шура, с чего начнем? Давайте сперва начнем С волка. самого простого. С волка? Да. Вот у Саши... Волчицы, с У Саши волчицей. интересная С собака девочкой, есть. да. Я иду вперед. Саша говорит, иди вперед, потому что она почувствовала в тебе друга. Это смесь сибирской лайки и волка настоящего. Да, в водоловодах я Саня, можешь приобрел. вот так вот рассказать про нее? Вот так вот бочком. Я ее приобрел, когда ей было Это будет 3 интересно с недели. собаководом. Будет интересно. Ей было 3 недели. Да. И сказали, хороший охотник. А я как одинокий, как говорится, джентльмен, думаю, почему бы не одинокую волчицу забрать себе, и чтобы Ай, какая она ласковая. ласковая девочка. Ее зовут Силя, она еврейка у нас. Целя, да? Силя. Цель. Еврейка, она очень классная девочка. Да. Вот это собака дяди Шуры. Но
Есть один минус, то, что она не поддается учебе абсолютно вообще. Ну ничего. Вообще. Она может тебя ласкать, но в любой момент может укусить. Хватает того, что она ласковая. Это Если ее вольер. видишь, Это ее вольер. это она вытворяет здесь, что хочет. Да, Наверное, ласка. кушать. Она всю кашу съела. Силечка, ты хочешь кушать, ты будешь кушать. Видите, как Да. волк, Дай, Тём, волк, волчица с одиноким волком. волчица, Еще раз. лайка. А ну, сейчас я на камеру. Ой, ой, какие нежные. Какая она очень нежная. нежная для меня. Если ее один раз обидеть, Запоминает. больше не подойдешь к ней никогда в жизни. Лучше А так не она- будем ее обижать. Она согласна она сладкая- порвать вольер, только чтобы ласкать и спать со мной. А она сладкое любит? И знаешь, что собаки всё любит. конфеты Смотри. любят? Все любит. Все, идемте дальше. Силечка. Сильвочка, Цилечка, молодец, Цилечка. Дальше смотрим на наш... Вот, сейчас вот, это вот ну, интересно, это- вот наша беседка, у Шурика, посмотрите, как интересно. Беседка, эти вот опилы и ванна есть. Ванна, я буду в этой ванне с удовольствием купаться, когда потеплеет. Большая стирка. А, я это так стирка, называю. да, ну ничего, У нас, у меня лично дома, я не знаю, у всех есть стиралки, а у меня есть большая стирка. А у меня стиралки нету, Шура, кстати. У меня нету Могу стиралки. подарить. Вот, смотри. Могу подарить. Я понял, да. Честное слово. Да, не- Честное слово, вот я ей не пользуюсь. Вот. вот Малютка, это малютка, моя советская. я сделаю ролик отдельно. Моя первая стиралка. Вот она. Все, отлично. Честное Главное, слово, что это могу- от сердца и по-честному. Самое, Короче, я- да, самое я главное. отвезу домой. Да, это моя Вот. будет первая. Шура, а вот это что такое у тебя? Смотри, вот это. Что вот это? Сейчас объясняю. Морские камни. Ага. Вот этот Что-то мне напоминает От, вот это. Чехол от кардана закрывает кардан. раковины. От раковины. Как интересно, как интересно. Но самое главное, снимай здесь. А ну-ка, что вот это древнегреческий кусок от амфоры Ух ты. с дна Черного моря. А он так это обшлифовался, что не видно краев А слома. он не обшлифовался, он просто сломанный, он был огромный. Ну да, но края не острые, они обшлифованы. Ну да, со дна От моря, времени. я на дне моря его нашел. Офигительно. И вот эти камушки тоже ты с моря, да? С моря, с Черного моря. да. Отлично. Всё Вот, это, Черного вот моря, этот вот да. заборчик, вот это палисадничек Ну, такой маленький. заборчик Скодер. Скодер, да. Насколько Отсюда. он маленький, как вот и какой компактный. Да, идем. Чтобы душу радовало. А ну. Чтобы душу радовало. Вот, Саша еще и стихи пишет. Это уже другая тема, это Ну, другой это ролик. потом, когда Не будем. придет время. А велосипед? Хочу вас привести Да. вот к будущему озеру. Вот Саша хочет здесь сделать. Я должен издалека снимать, Шура. Да. Сейчас я отсюда, а ты там. Вот. Ага. Вот, Вот. вот так, где велосипед, Да, вот отсюда. где вот это все место, здесь все будет озеро Ага. с камнями морскими. Видите? Вот эти камни сейчас я вам покажу. Вот камни. Шура собирает морские камни специально для имитации моря. Макет моря. Старший Макет. сын в море, Старший сын у тебя моряк. старший сын моряк, средний сын компьютерщик, младший сын со мной, а я в море не хожу. Так что хочу сделать море себе Да, дома. правильно. Идем дальше. Идем дальше Идем по дальше. обзор двора дяди Шуры. Обзор. Сад посадил в прошлом году. Да. Сад. Это Везде маленькие у тебя деревья. Это же вишня или что это? Это черешня. Сейчас я покажу. Посмотрите, Черешня. молодая черешня. А когда будут черешенки? В этом не было Сказали цвета? через 2 года. Нет, в этом году нет. Молодая черешня. Туи, Туи, видите, как туи интересно. черешня, Очень. слива, абрикос. Ага. Ага. Очень интересно, очень. Идем к старому колодцу, который Конечно. был построен еще в начале 19 века. Ничего себе. В начале 19 века. Это И там очень- скворцы посмотрите, вот этот Это огромный орех. Орех я какой? его посадил, когда мне было 5 лет. Это ровно 60 лет назад. 50. Тебе же сейчас 65.
Это моя любимая шутка. Ужасно. Шурик, это молодой орех, ему 30. Опа, а у тебя уже это вишня, да? Это вишня. Вот в этом это году вишня, будет посмотрите. колерованная А вишня. какой сорт вишни, Саша? Есть, Колерованная я знаю, майская. шпанка, еще Я не какая. знаю. Я знаю, что Крупная? в мае Сладкая? месяце или в июне она огромная, черная. Всё, мы классная вишня. у Шурика на вишне. Наверное, варенье ты делаешь, Саша, сам или нет? Да, конечно. Есть? А Все, если что туда... связано с, начиная от самогона, простите, это реаль жизни. Так. То, что связано с, начиная от самогона, Сейчас заканчивая по-другому, так, чтобы вареньем. не было контражера. Да. Вот да. ты сейчас вот нормально, давай рассказывай. Все, что связано с сладостями, варенье, повидло, самогон, вино, виноградный самогон, все я всю жизнь делал и буду делать. Ага, отлично. У меня был минус, не минус, я отсутствовал на белом свете ровно год, в 2020 году. Но это после военных событий. Ну, мы потом расскажем о них. Потом. Не надо рассказывать. Не будем. Это не будем. это трагикомедия. Это военная тайна, скажем Военная так. тайна. Так, мы идем к колодцу. Посмотрите. Колодец. Так, Шура, так, чтобы ты попадал в кадр. Спину не снимай. Да, Саша, вот у него, знаете, как это военная привычка, как у снайперов, спину не показывать никогда. Вот. Сейчас, подожди, Саша, я стану внизу. Вот так вот. Вот колодец. Колодцу 19 века колодец, да, Саша? Да, колодец 19 века. Я поближе подойду, чтобы звук был. Ага. Колодец 19 века на всем этом участке, это была усадьба царицы какой-то вот этой деревенской. Что? Ко мне, вот в камеру говори, мы будем просто снимать, чтобы было слышно хорошо. Ага. То есть, еще раз повторяюсь, что вот этот колодец, у соседей подвал, дом у соседей, все эти участки, это было поместье, как говорили тогда, или царицы, или как она называлась, ну, или владыка, или, короче. Как ты ко мне пришел в гости, я тебе сказал тогда, вот называлась она... Княгиня. Нет, княгиня. Это слишком круто. Которая отвечала за все это село. Ну, как вот сегодня... ее поместье было здесь. Как сегодня примар, да? Или по-другому как-то? Нет. Она была владыкой. Примар же не владеет этим. Ага, вот мы в кадре. С дядей Шурой вместе, да. То есть, если кто немножко умнее в плане истории, в плане, кто можете может поправить нас. Поправить нас в плане того, что кто влиял, не то что влиял, кто владел вот этими землями, кто был... В селе староста. Нет, староста это что-то, по понятно. церковным делам. А это называлось кукуана. На молдавском языке кукуана. На русском языке она называлась... Королевна. Нет. Княгиня, царица. Да я ж тебе говорил до этого. Кукуана. Кукуана это... Боярыня. Боярыня. Все, боярыня. Боярыня. И сейчас Шура И будет вот рассказывать, от боярыни... А я переключу камеру на пейзаж. Да. Посмотрите, какой пейзаж открывается, да. Кодры. Кодры. Смотрите. Это кодры. Кодры Молдовы. А ну покажи, видно кодры? Видно. Ну там наверху. Да. Видно. Кодры Молдовы. Тра-та-та-та. И смотрите, какие холмы. Это мое детство, это моя жизнь, это сказка. Ты рассказывай, а я буду делать музыкальный фон. Вот. Я в колодец спускался. А какой он глубокий? Сколько метров? 150? Я не знаю. Если Шура сказал, что не знаю, значит, он очень глубокий. Если ты веришь мне, как я твоему другу, посмотри, это не построили ни мои родители, ни до моих родителей. Сейчас мы посмотрим. Вот это, сейчас камера вам покажет отражение. Видите отражение? Вот.
Его в примарии хотели сделать как произведение искусства. Обалдеть, это настоящий старинный колодец Да, 19 да. века. Да, совершенно Вот, верно. Совершенно отлично. верно. Ну, это мы с папой сделали, но оно, правда, сгнило уже. А ты кто по отчеству? Георгиевич. Георгиевич, ты знаешь, я Михалыч Георгиевич, А я да. Георгиевич. Александр Георгиевич, вот у него, у Александра Георгиевича, ну он боярин тоже, у него столько машин тут во дворе, еще и С-класс стоит там, это самое, стоит, ждет своего часа, С-класс. Пока дети Сика. вырастут. Да. Такие машины, Шура правильно говорит, как Бентли, как Роллс-Ройсы, как С-класс, они не продаются. Они... Подожди, Audi 80. Это Ты классика. знаешь, какого года он? Твоя тоже? 80. Так давай одну машину сделаем до канала, Шура, я же пешком как? хожу. Или Ну, ты будешь давай. просто возить меня и все. Ну давай. Да, сделаем. будем ехать, снимать репортажи. Зачем нам покупать машину, когда у тебя есть и Audi? Смотри, а зачем тебе покупать машину? У меня столько машин. Вот, Я успеваю только смотреть Discovery, махинаторов, смотреть машины, как ее монтируют, а сам не имею времени. У И те- дом еще надо и доделать. самое главное, что у тебя эмблема от Волги, от газа. Видишь как? Ну, Это эмблема, вот этот олень, как на ГАЗ-21. да, ГАЗ-21, да. Волга. Совершенно верно. Вот она. Вот еще бы найти ГАЗ-21. Уа, было Я бы классика. автомобилист. Да, Я автомобилист. Анатолий Михайлович, да. чем тебе Сила удивить. еще похвастать? Я думаю, что людям и так интересно было. Вот сколько сейчас я поверну камеру к нам. Вот к нам. О, вот мы. Сейчас мы идем обратно в беседку. И по ходу мы сначала с Шурой сейчас выпьем кофе, посоветуемся. Может быть, Шура еще пишет стихи очень давно, очень замечательные. Стихи про жизнь, про море, про город Кишинев. И я думаю, что... И про женщин тоже. Ага, еще романтика. Романтика, да, это у нас на первом плане романтика. Я не могу не снять этот красивый двор. Сейчас я поверну камеру. Очень красиво у Шурика. Очень красиво. Посмотрите, какой двор. А сколько соток, Саша, у тебя? 6, 12? Мне кажется, 12. 12 соток. 12 соток. 12 соток. Вот очень красиво. Очень красиво. Очень здорово. Тут достойно впишется. Монах-отшельник. Скажи, что я монах-отшельник. Я думаю, здесь достойно впишется макет моря. Не озеро, а макет моря. Мы будем называть макет моря. Вот там. Вот там, да, вот здесь. Вот там, где шифер, где цили. Вот там, где От велосипед. велосипеда это будет макет моря. Это будет. Это будет. Вы видели, столько камней я собрал? Да, я снял камни все. Достойно. Сейчас. Сейчас кушать. Цилечка папа даст сейчас кушать. Цилечка. Хорошая кличка. Евреечка. моя. Очень нежная собака. А сейчас вот я хочу записать вот это кормежку Цили. Шура будет готовить ей еду, да? Цили. Не, еда готова. Готова. Я хочу А сказать, чем что кормишь ее? Она такая, кроме крови, где как волк кушает только вот то, что связано. Я ее хочу кормить, как хочу. Кормлю всегда кашей с Молоком. с фаршем. И молока добавляешь. Молоко добавляю. Даже вот вам хочу сказать, что молоко хорошее. Ага. Это для Цили сейчас ты будешь готовить. Вот это Для вот. цели А сколько там по весу? О, мама звонит. звонит. O seară la Constanța, ce nu mai pot uita. O seară la Constanța, ce-mi rupe inima. Te aștept, te aștept, te doresc, chitara-mi spune. Желаю вам приятного просмотра второй серии. Ești când ești drag, că numai tu ești drag. Dacă vrei să te Доброе утро, дорогие друзья. Второй день пребывания в Осиенах. Сейчас мы с Шурой идем в сельский магазин. Гастроном. О!
Гастроном. И Шура хотел показать свои грядки. Вот эта грядка, что Шура здесь посажено? Там цветочки, огурцы, клубника. Это все посажено в этом году. Угу. Надеемся, что что-то и получится. Да. Цветочки на клубнике. Уже клубника появилась, уже есть. Ага. Самое интересное, что Да. вот мой младший сынок, да, посадил дерево. Вот да, это яблоня. яблони. Да. И яблоня полна урожая в этом году. Вау. Первый год. Первый год. Первый год. Вот И это она- очень... И вот это, и это. Вот А то это черешня, да? Вот это. те две черешни, потом абрикосы. Короче, сад посадил, дай бог здоровья, Молодец. чтобы А это увидеть, как помидоры. А Это помидорчики. Грядка с помидорчиками. Да. Ты рассаду Помидорчики, садил или семена? Нет, я рассаду садил, у меня сосед занимается. Растут до 3 метров. Ау. До 3 метров. Надо Вот опоры им ставить, да? Да, Опоры. Да, обязательно. Ну что ж, Этим надо будет заняться на днях. И сегодня будем ремонтировать глубинный насос для полива огорода. Туи, деревьев. вот мне Роз. нравится. Вот розы у меня, юки тоже принялись. В прошлом году сажал юки. Вот, Это юки называется. да. А я думал, они замерзли Ага. зимой, но они Ага. пришли в себя. Ага. То есть розы по всему огороду. Ну и, соответственно, конечно, вот моя работа. Моя Вот. работа, моя техника. Вот это боевая алантра, да? Елатра боевая, да, я на ней езжу. Она мне поддерживает свой жизненный тонус на диализе. Ага. Я только вот благодаря ей на белом свете нахожусь. Езжу на диализ. Элантра. Да. Там Audi 80, Nissan Pремьера, Nissan Sunny. Ну и, конечно, Арабский скакун. гордость немецкого автопрома. Да, это последний Мерседес настоящий. Да. 85-й год. О, это я пошел в армию в том 85-м 5-м году. Ваш, Несравнимо ни с какой техникой в этой жизни. ваш оператор пошел в советскую армию. Вот он, арабский скакун 85-го года. Сколько же ему лет? Получается Без 100 грамм не разберешься. 25. Подожди. Ой, 15 плюс 21, 35 лет. 35 лет, да? Это вот выпуск, а модель она еще раньше. А Кабан когда, это 140-й когда появился после него? В каком году? В 89-м. Я не могу сказать. В 89-м. Потому что... Я знаю одно. Я знаю, что как- он 85-го года. В Молдавии таких экземпляров очень мало. Он не супер лонг, а средней длины. Ага. Средней длины. То есть, видите, замаскирован, как настоящий фашист. В траве. В В траве. траве, все как положено. Ой, гусики. Если я ему сделаю стартер, когда сделаю стартер, да, Да. я выкину отсюда газовую установку, то, что молдаване установили. Ага. То есть, а он должен быть оригинальным фашистом. Ага. Оригинальным. Понял. Вот. 3 литра коробка автомат. 3 бензин. литра, 3,0 бензин. Это танк, Оптимус. немецкий танк и все. Шура, как я определил гусиков? Это не утки, это гуси, правда? Наверное. Да. Вот я, видишь, тоже житель сельский. Я же у бабушки жил, но у бабушки не было гусей. Были Боназио. Боназила. Вот мы идем по Васиену, Статку. здороваемся с жителями Васиен. Идем в гастроном Да. с дядей Шурой. Идем в гастроном. Гусики. Гусики. Будущий холодец и гусь в духовке. Да, вот. С яблоками или с капустой, с рисом. Кто что видит, музыка сразу такая. Вот, Михалыч, все мое детство прошло Вот на здесь. этих улицах. На этой Ага. улице, да. И вот вы в том направлении. Там река Ботна.
Ботна. Вот, слышал за коньяк Бот? Конечно, я в первую очередь про реку я не знал. Вот, Ботна, эта да. река протекает через наше село. А сколько широкая она имеет? Но она бывает вообще пропадает, когда засуха Ага. летом. А так бывало, что мы даже рыбу там ловили руками. Руками пескарей. Классно. Да. Потом бывало так после ливней, бывало, что не пройти реку. Сейчас на Пасху был с младшим сыном, Ага. прогуливались до речки. Ага. Сегодня, то есть сейчас мы этого не сделаем, потому что там на кухне процесс происходит, надо быстрее вернуться обратно. Ага. Да. А попозже или завтра можем ходить по боевым, по местам боевой славы, как говорится. Ага, да. Вот, Васиен. И всем, кто с Васиен, далеко от родины, Да. всем привет от меня. Я гость Васиен и от дяди Шуры Дарья. Большой и пламенный привет. Да. Большой пламенный привет. Погода хорошая. Да, погода. Гуд. Мы идем в гастроном. Давление 140 на 90. Только что померил. Значит, будем жить. Все классно. Вот сосед мой продает рассаду постоянно. Ага, видите, как вот на тротуаре рассада продается, дары. А вот и гастроном, да? Да. Вот сельпо, сельмак, гастроном. Самые хорошие названия. Да. Не то, что там супермаркет, гипермаркет. Смотрите, какая дорога. Ой, как хорошо, да. Хорошо в деревне летом. Только я вот одет не по... Не по летнему. Я по городскому чуть одет. Вот. А там снимать можно внутри? Конечно. Не будут? Мы без масок, правда. О, видишь, полиция. Полиция, видишь? Да, да, да. Ой, тут столики есть даже, Шура. А? Тут, ой, какая лафа, посмотрите. Гастроном, терраса. Да, гастроном, терраса. Тут все вот так вот. То, что я самое большее люблю. Гастроном, терраса. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, фильм документальный. Да, канал Кишинев, Молдова приветствует вас. Да. Дорина, Дарина, да? хозяйка Очень заведения. приятно. Я... папе. Да. Вот я в гастрономе. Мне здесь сделали кофе. Кофе здесь стоит, как в Болгарии, 5 лей. Вот. И быть в гастрономе и не выпить кофе, это просто грех. Шура, дай мне держу. Возьми кофе, пожалуйста. О, спасибо. Сейчас мы вот сядем на террасе и насладимся всей прелестью деревенского гостеприимства. Гастронома, да. Сейчас я вам покажу террасу. Вот видите, тут террасочка такая. Это почти как в Болгарии. Тоже мои любимые магазинчики, такие маленькие. Терраска. Я пока там пойду. Да, да, Шура, да. Вот. Терраска. Мы тут сейчас присядем, выпьем кофе. Вот здесь я себя чувствую как дома. Это моя сфера, моя среда. Я очень люблю такие места. Вот мы познакомились с человеком, и уже я его слегка проконсультировал, где находится наш государственный архив. Старячья вилла называется, если у человека украли документы, там военный билет, короче, паспорт, все дела. И вот он разговорился с Сашей, а Саша в Васиенах знает все. Он живет в доме, где живет Сашин учитель по физике со школы. Да, вот такой вот магазинчик прекрасно здесь, видите, как гастроном Васиеновский. Да, вот оно как. Приятного просмотра вам желаю, дорогие друзья. 3-я серия. Вот мы с Шуриком успешно вернулись из сельского гастронома. И сейчас Шура делает классический салат, горошек, гарнир для мяса. Но с зеленым луком. Выращенным на кухне. На кухне он вырастил, пока месть на кухне.
Вот идет почистка, и сейчас Шура его нарежет на этой дощечке, на своей. Да, вот, дядя Шура. О, домашний да, лук. Домашний лук. Выращенный еще с зимы на кухне. Самые лучшие повара, вы знаете, это мужчины. Мужчины. Конечно. Нет. У меня папа, кстати, на море, когда был моряком, он был коком. Папа твой? Мой папа был коком. Ух ты. Да. Как интересно. Может быть, сегодня и найдем время посмотреть фотографии его Обязательно. морские. Папа служил Обязательно. на Северном флоте, А в каком городе был приписки? Полярный, О, Северодвинск, Североморск. вау. И вот эти... туда я хочу попасть, Северодвинск, там, где Подводные лодки. родина подводных лодок. О, я смотрю эти фильмы с Ох, удовольствием. у меня ж мурашки. Я сколько раз там был виртуально, знаешь? У меня ж мурашки. Северодвинск. Я тоже по этому Я поводу очень сильно фанатею. Мы с Шурой военные люди и очень любим, уважаем тех служивых военных людей. У них Совершенно особый верно. склад ума. Кто бы что ни говорил, Совершенно верно. ну, по мне так это чистые. Мой папа... Они с беззащитные мамой- более. Я хотел тоже стать моряком, как мой Как все папа. дети, да. И как все дети, да. Да. Но гордился тем, что у меня папа был моряком. Угу. Но они меня не пустили в в морское училище. Ни мама, ни папа не пустили. Ну. Хотя мама оттуда, с Килии. Угу. Мама с Килии, куда я хотел поступить, в морское училище. Мгм. Но они мне сказали, нет, ты по морям не пойдешь. Но старший мой сын пошел по Вот стопам. это очень знаменательно. Я через него, моя мечта сбылась. Он Такая- моряк, ходит по океану. Такая незримая нить образовалась, да. Да, Хорошо, совершенно верно. хорошо. О, смотрите, какой лучок. Вот как оно. Модный. Но самые модные нас ожидает сейчас, через 2 минуты. Вот поступило основное блюдо корницеи по-молдавски. Метитеи и корнацеи. Корницеи, да, а это метитеи в середине и Корнацеи. по бокам корницеи. Если не готовы, то мы их обратно Мне кинем. кажется, на- корницеи еще надо поджарить. Ну, давай тогда перевернем. Мгм. Мой верный друг, кем найдешь. И можно будет поставить еще на Да. парочку. Да. Да, надо. Да, совершенно верно. Но Они как раз стоят да, разделить их и оставить. сам процесс вот этого приготовления. А что ты переворачиваешь? Шура хочет Этому- показать. Ты когда дотрагиваешься до такой истории, у тебя мурашки по коже. Да. Это со дна Черного Она моря. обтесана, видите, как края обтесаны у нее. Этот излом обтесан, отшлифован Совершенно морской верно. водой и Совершенно верно. песком. Древнегреческие корабли, когда тонули на нашем побережье Черного моря, возле нашего моря, да, вот все амфоры, там амфора, здесь амфора, это нахождение мое со дна Черного моря. Шура, ты представляешь, к ним прикасались руки Древнегреческих древних людей. греков. До рождения Христа еще. Ты представляешь, какую обалденно. историю имеет вот этот Можешь ее сосуд? развернуть как-то, чтобы показать со всех сторон? Ага, очень интересно. Вот. Очень интересно. Это даже не история, это вечность. Это надо, знаешь, такой куб сделать стеклянный, чтобы хранить ее. И тут снизу бархат, табличку поставить. Да. И дома можно музейчик такой сделать. У меня был музейчик в Сергеевке. Да? Бывшая О, теща Царствие Небесное на все выкинула. ну Я это- все, что находил на дне моря, все куски амфор, куски кувшина, все собирал. Мгм. И она в один прекрасный день, когда я оттуда ушел, она выбросила все в окно. Ну, Весь мой музей. о грустном не будем. А Это будем. не грустно, это прошлое. Это прошлое. Не будем оглядываться назад, как Назад. говорится. Смотрим вперед, И только трогая, вперед. трогая вечность. Я считаю, это даже не история, я считаю, что это вечность. Может, к этой амфоре прикасалась рука какого-то древнегреческого философа, поэта. Может быть. Может быть. Ай-яй-яй-яй, Но то, как что интересно. она со дна моря взята, со дна моря, Да, и это... то, что это имеет историческую ценность и вечность,
Это 1000000%. Как интересно, видишь, мы с тобой посетили сельпо. Гастроном. Гастроном. Древнегреческая амфа. Насколько Там покажи тоже то. Да, я это вчера снимал. Насколько интересен такой эксклюзивный репортаж в селе Васиены. И прикосновение к истории древних греков. И гастроном. То, что я очень люблю сельский. Где я выпил кофе успешно. Классно, очень классно. Да. Я всегда я приверженец к тем высказываниям, что историю, быт, окруженность делает человек. Если человек жить в каком бы прекрасном месте он ни жил, если от него исходит негатив, то и место нехорошее. А если человек живет, я не говорю в бедности, если человек живет в реале своей, в которой он живет, и от него исходит позитив, от него исходит доброта и жизнь, то вокруг все, что его окружает, все оживает. Точно так. Все оживает, и все. Люди не идут к куску мяса или к куску там красоты какой-то. Люди идут к человеку. Меня всегда так учили. И где я не жил, в Украине, в Беларуси, где я не находился, ко мне тянулись люди, потому что я не хвастаюсь ни в коем случае. Ко мне тянулись люди всегда. Вот вы ко мне приезжали на море? Да. Вы радовались не морю больше, а радовались то, что вы ко мне едете. Конечно, правильно? К Шурику. Едем к дяде Шуре на море. Пляж дяди Шуры мы называли. Да. Но вот так и осталось у меня и в память, и в моей жизни. И этот дом тоже открыт для всех, для всех знакомых, друзей, вот приятелей. Этот двор, такой вот дневной обзорчик, видите, вот нам такой вид открывается с беседки дяди Шуры. Пару лет еще, когда сад вырастет, здесь вообще будет, вот чтобы был тенечек, я специально вокруг везде посадил вот эти деревья, чтобы был тенечек. Раз. Место оставил для озера. Мы уже говорили вчера на эту тему. Озера, да. Надо пару близких друзей, 2, 3, 4 копщиков сделать такой субботник хороший. Энергичных и энтузиастов. в один день выкопать озеро. Да. И не откладывать это на осень. Кому интересно, все пишите комментарии. Давайте, просим в гости с лопатами. Давайте встречаться вживую. Хватит писать в этом интернете эти самое главное, смайлики. Видеться сейчас, пока мы живы на белом шаблоны всякие, которым вас приучили бездушных, бессердечных. Самое интересное, даже можно за чашечкой кофе, за чашечкой чая, сок, компот. Кому что по вкусу, по желанию. Стаканчик винца. Все то, что находится на столе, это для притяжения души к душе. Я так считаю. Вот еще пришел друг Саши, Олег. Вы с Васиен, да? Да. Я снимаю для тех, кто живет и в Васиенах. Кто далеко, кто скучает. И вот Олег еще тоже шлет вам привет всем своим землякам из Васиены, кто наоколо, кто друзьям, одноклассникам. Очень кто приятно. За другим континентом. Кто где? Всем большой привет. Всем большой привет от Олежки. Идете смотреть машину, да? Сейчас. Осмотр. Поговорим. Идите поговорите. Да. Разрешаю. Все. Разрешаю. Все, идите, смотрите машину. Да. Видите как? Владимир Михайлович меня попросил спички для того, или зубочистки, чтобы поговорятся в зубах. Я, как юморист, Евгений Петросян отдыхает. Евгений Петросян отдыхает после того, как я выпил пол-литра коньяка. И после того, как я походил по огороду, попил минеральной водички, сачку персикового, я придумал такой прикол интересный. Дать ему зубочистку. Давай. Ждем. Он хочет поковыряться в зубах. Острые. Это шпажки. Прошу заметить, что острые, в первую очередь. Одну. Нет, как одну? Одну зубочистку. Ты же живой человек, возьми 3. 3 зубочистки мне Шура принес. Щедрость твоя не знает предела, мой юный друг. Границ, Вот все, снято.
despărțire se sparge de un mar. Te aștept, te aștept, te doresc, chitara-mi spune cât de mult te iubesc. Te aștept, te aștept, te doresc, chitara-mi spune cât de mult te iubesc. Вот мы встречаем маршрутку из Кишинева, в которой наш общий друг Паша Рябошапка. Паша художник. Саша с Пашей не виделись много лет. Сейчас, Ну, лет 20 не виделись точно. ну, 20 нет, ну, 15 точно. Сейчас мы снимем эту легендарную встречу. Вот. Вот Паша художник. Сейчас встреча состоится. Обнимайтесь на камеру. Ты узнаешь это? Сначала- Да, аккуратно, у меня зарядка в груди. Вот встреча. Встреча друзей. Встреча друзей. Сейчас другая встреча. Паша, здравствуй, дорогой. виделись 100 лет. Здорово. Здорово, да, мы вышли тебя встречать. Для истории. Да, для истории, да. Для Щас, мира. Вот сейчас морду я уже узнаю. Все, Вообще. ты понял? Да. Идем. Идите. Раз, два. А, ты снимаешь до сих Да, пор, я да? раз, два, три. Я снимаю, конечно. Дела у меня упростились. Вот. Мы идем сейчас уже с Пашей в Сашин гостеприимный Слушай, ну ровно куда? дом. Шура, ты хотел рассаду снять сейчас или потом? А и потом. Потом. Нет его на улице. Все, мы идем по этой прекрасной сельской дороге в Шурин гостеприимный дом. Нам домой идем, да. Да. Не, Может 100. 100. не, 100 нету. Ты Все. меня вспомнил сейчас. Вот, бойцы Сейчас уже вспоминают. По-настоящему. Да, да, да. Сколько лет вы не виделись? Да, лет 20. 20 лет. Лет 20. Когда я жил в Мексикане. И не больше. Или может больше. Может больше, да. Может больше. Может больше, да. Павел Андреевич, Я всегда с Михалычем, сколько я сидел за столом, всегда за тебя вспоминаю. Всегда, и всегда мы говорим. да. Правда? Мы говорим правда, да. Мы с Михалычем тоже тебя вспоминаем. Да. Шура, в этом колодце есть вода? Да. Колодезная, да? Хорошая вода. Здорово. Да. Подержись. Надо было У нам... меня дома есть колодец. У Саши тоже есть колодец. Все хочешь из чужого колодца. Древний. Древний. Под орехом. Говорить не больше, я так скажу. Паша, тебе понравится. Тебе понравится у Саши. Эдик в восторге от гостеприимства. Да. Не то, что гостеприимство, а от того, что в каком раю я живу. Эдик, надеюсь, что тебе тоже понравится. Да. И мы говорим, надо съездить, надо съездить. Мы говорили. Надо. Я год, сколько я уже. Готовился целый год к этому встрече, Шура. Целый год говорю, давайте приезжайте, приходите. Ну, Фашист? фашист спрятался в кустах. Ага. Это легенда немецкого Автопрома все. Да, это легенда. 26-й. 26-й, арабский вариант. Гостеприимно, открыто. И заходим в ворота из ореха. Да. Да. Вот. Тогда мне было 5 лет, я посидел в тут орех. Такой орешник здоровый. Да. Вот, ну, И вот старинный там колодец. есть скворечник внутри, и там Да, скворечник. сейчас мы покажем этот Да, вы не успели. Не успел. Хотел тебе- Вот сейчас я покажу во всей красе скворечник дупло в старом орехе, в котором живут скворцы. Сейчас. Вот. Сейчас мы послушаем на камеру.
Но нельзя заглядывать, нельзя надо, трогать, нельзя, потому что нельзя. Родители птица, здесь рядом. птица дикая, Да. скворец, мы не должны нарушить. Ни в коем случае. А ну мы покажем, где живут воробьи. У Саши в трубах воробьи живут еще. Вот это он, Сань. Вот это, смотри, Этот этому колодцу больше 100 лет. Ну, даже больше. Так он рабочий? Конечно. больше 100 лет колодцу. Насос, сосед берет воду отсюда, я беру воду. Вот сейчас один насос надо отремонтировать. Но вот осталось, от царицы осталось вот этот колодец. Именно вот колодец от нее. Дальше там Идем дальше. Балдеж, ребята. Идем дальше. Колерованная вишня размером с черешню. Что ж такое? Вот так. Да, я знаю, но Вот ты будешь поливать. Вот Паша сразу показал себя сельским жителем. Не городской, не У меня городской. 3 сотки это как? Да? это? А, 3 сотки. это я один городской, короче, да? за город. Он мне будет говорить. Все. Это Михалыч, вода течет. Ай-яй-яй, уже 3-й раз. Высохнет вода. Высохнется вода. Как говорится. Вот. Здесь мы пришли. Это очень абстрактная вещь. Да, это Тонкая, Паша. медитативная. Глупости. Паша принес Вот. подарок дяде Шуре. Саня, у меня не было времени оформить. Покажи свою Я работу. думал, так, Вот оформлено. это работа Павла Андреевича. или это Да, тут лаком. уже Покажи, покрыто. покажи. Да, Это да, Пашина работа Ай-яй-яй. Ей обнаженка. нужна Рамка. хорошая рамка. Рамка. Она стоит того, чтобы Паша, спасибо огромное. сделать А рамку. вторую это Санторини, да? Что? Спасибо огромное. Нормально. Классно. Не то, что нормально, очень классно. Бля, это все Маслом. маслом твоей рукой. Дай сюда. Ну, конечно. Михалыч, Вот. А что, моей подписи нет. Вот. есть. Стоп, ну я же хочу зрителям показать Это принт вот творчество Санторини. Павла Ну, я по нему Андреевича. еще... Нет, Греция. О, Держи, Греция. Шура, держи. По это нем тебе. прошелся акварелью. Это я экспериментировал, Ага. делал принты на бумаге. Да, акварельной. это Пашина прошелся работа. акварелью. Санторини, это Греция, да? Греция. Вот. Да. Пашина работа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Это подарок дяде Шуре от Павла Ай-яй-яй. Андреевича. Держи. Ай-яй-яй. Вот Паша, как. огромное спасибо. Эту Огромное. можно в легкую рамочку. Мне нравится, как они в белой смотрятся. Я очень интеллигентный человек А в этом сюда, деле, а Са- здесь сюда, нужна Саня. крупная рама. Крупная, хорошая рама, да. Вот. Да. Пусть будет глубокая, она будет белой. Как же так ты умеешь? Кожа есть, да? Как, бля, Кожа светится. Можно. Мы странно встретились и странно разойдемся. Улыбкой нежную романс окончен наш. Но если память мы к прошлому вернемся, то скажем это. Был мираж. Очередной вечер у дяди Шуры в его прекрасном, уютном, теплом дворе. Сейчас Паша и Саша будут перетаскивать камни, которые мы с Сашей взяли по дороге для будущего макета моря, который он хочет сделать в своем дворе. Сейчас я поснимаю ребят. Вот, Саша, вот эти камни заготовлены для будущего макета моря. Камушки с дороги. С дороги, да. Вот Саша хочет подкачать колеса на завтра. Завтра мы едем в Кишинев. Саша,
пару слов. Вот перед тем, как я сказал, что сейчас мы готовим камни для будущего моря. Море да. у меня в огороде. В огороде, да. Вода, кстати, будет... Ты меня снимаешь? Да, тебя. Вода, кстати, будет соленая. Морская, настоящая. Я сказал. Да, настоящая. Вот эти... Паша помогает нашу... Пока я буду качать колеса, Паша помогает... Да, Мы завтра едем в город-герой Кишинев. Да, Паша, да. Все, закрывай противоль. Еще раз посмотрим, кому интересно Сашин красивый уютный двор. Сейчас, вот это вот калитка и ворота. Мы хотим сделать вывеску над входом: двор, дом дяди Шуры. Вот это вот интересная калитка, ворота. Видите, по центру приделано вот такое вот велосипедное колесо для удобства. И ворота не нужно удерживать на весу, а колесо катится, и ворота открываются на манер циркуля. Да, заработал компрессор, Шура накачивает колеса. Вот еще две машины ждут своего часа, все почти на ходу. Вот этот старинный колодец и старинный большой орех. А сейчас мы хотим вам еще предложить одну идею. Она возникла у меня спонтанно. Я говорю: Шура, может быть, мы сейчас вот появились молодые маленькие орехи. Они размером пока что как вишенка. И хотим сделать здесь у Саши во дворе ореховое варенье. Совершенно верно. А сколько у тебя орехов, Саша, таких больших? Я смотрю, раз. 2, 3, 4, 5, 6. 6 больших орехов. Огромных. Это сколько можно банок сделать 3-литровых или литровых? Ты рассуждаешь как настоящий болгар. Конечно. Да. Ты хочешь выгоды? Ну да, вот мы предлагаем интересно провести время с посещением сельского гастронома, реки Ботна, сбором орехов, варенья. Мы еще не были в лесу. В лесу на не были. камне Адама. В Кодрах. Тут Камень, Кодры. Мы да, находимся в в Кодрах. сердце Кодр. Камень Адама где. Но самое интересное, что... Ну, детки спят уже. Вот. Детки здесь спят уже сейчас, да? Но это чудо. Это чудо. Вот они здесь живут. Скворцы. Маленькие скворцы. Мы не да. будем снимать, трогать, не напугать, потому что родители где-то рядом. Посмотрите, какое интересное Я дерево. туалет не построил, и они гадят прямо выходя из дупла. Что делать? Что делать? Вот этот вот старинный орех, 6 орехов. Дорогие друзья, будем делать вместе варенье. Вместе пойдем в гастроном за сахаром. Посмотрите сюда. Вот, Этот орех масштаб. я посадил, когда мне было 5 лет. Обалдеть, обалдеть. Да. Значит, ему сейчас ровно 35. Я не знаю, сколько Но мне тебе лет. 35, значит, Я дереву... не знаю, сколько мне лет. Я знаю, что мне А сколько мне? Знаешь, помнишь это? Мы Да. всегда молодые. Всегда молодые душой. Нам с Шурой по 28 лет, но выглядим мы, Шура выглядит на 49. Вот еще один орех. Ну, это посадили уже, когда я здесь не жил. Я жил Да. на море, когда родители или мой младший брат посадил. Но вот эти, видите, совсем молодые орехи. Но вот сама идея сама изготовления, сбора орехов и варенья, орехового варенья. Так, и самое главное, что я хочу сказать. Да, Можно? да, На камеру. да, вот она. Если появятся какие-то домохозяйки, хорошие, приличные девочки, которые умеют варить варенье, Да. с превеликим удовольствием приглашаю в гости. У кого есть интересные рецепты не только орехового варенья, всякие Ну, рецепты. Рецепты, всяческие рецепты по приготовлению всяческих блюд. Сладких. И по отношению к мужчинам. Ну да, это интересная Это тема. самое главное. Это передача «Филиал. Жди меня». Я, Сережа таксист, дядя Шура. Какой ты Сережа? Ты же Не, эти- они знают Сережу таксиста А. по той и другой передаче. Паша стоит в стороне. Не, Ну, ну по- он женат. Он женат. Вот я сейчас Паша- покажу. Паша Вот женат. за тем орехом там вдалеке, метров 100,
нету. Находится гастроном мой любимый с любимой террасой. Там же река Ботна, там, да? Да, река Ботна. И вот еще один орех. И на этом я хочу, сейчас вот я поверну камеру снова на дядю Шуру. Пашу покажи. Ну, Да, дядя Шура жив, здоров, все Так, хорошо. мы прощаемся. И никто не дождется, блин. мы прощаемся Всё с вами на этой позитивной Всё. ноте. Репортаж Любим. путешествие из Васиен. По всему миру. Всем большой-большой привет из Васиен. Всем васиеновцам или По васиенцам. всему миру. По всему миру. Где бы вы ни были, мы Ура! любим вас и помним о вас. Ура! Ура! Ребятки, ура! Все, счастливо. Всем большой, огромный, здоровый привет. До Самое новых- главное, здоровый привет. Да. И знайте, что есть такие личности на белом свете, которые Думают о вас. думают о вас и за вас делают эту передачу. В И для первую вас. очередь, да, да. И все классно, Да. все классно. Привет из Васиен. Из Васиен. Да. Васиен-Сити. Город-герой Васиена. Ура! 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 Хоп! Привет от Саши. Великий большой привет. Желтенький спереди. С таким клевым клиент забудет обо всем на свете. Желтенький спереди. Да. Нет, это временно. Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, так не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя. Сашка, Я Ты вернулся. ты мне еще ближе. Я вернулся на Ты и землю. так, я понял, что мой брат. А сейчас я понял, Однако Метитея не забываем. ты душа. Человек пришел с неба. Как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, зияют. Обнаженные нервы земли, неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет? Что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша. Из-за всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Я только проснулся. В колдованном диком лесу. Откуда? Откуда? Уйти невозможно. Пусть на листьях не будет росы по утру. Пусть луна с небом пасмурным ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу. Светлый терем с балконом на море. Все равно
внизу светлый терем с балконом на море. Сашка?